Если вы хотите сдать свою квартиру в Турции, но не знаете, как правильно это сделать, и вас беспокоят вопросы законодательства, возможные трудности с выселением арендаторов, безопасность сделки, стоимость аренды, способы оплаты и другие нюансы, это видео для вас. Меня зовут Александр Степаненко, я лицензированный брокер в Турции. Уже 4 года я работаю в сфере недвижимости и за это время провел здесь около 300 сделок купли, продажи и аренды квартир. Основной регион моей работы – провинция Мерсин. Иногда ко мне также обращаются собственники недвижимости из Анталии и Алании с просьбой помочь с продажей или сдачей их квартир в аренду. Сегодня мы поговорим о долгосрочной аренде. Это аренда сроком более 100 дней. Про краткосрочную аренду менее 100 дней в этом видео говорить не будем. С ней связано множество практически непреодолимых трудностей, в первую очередь в получении разрешительных документов. Сейчас в реальных условиях получить такие документы в Турции практически невозможно, так как большинство жилых комплексов не имеет соответствующего разрешения. Поэтому некоторые собственники сдают квартиры нелегально, что, конечно, чревато последствиями. Чтобы разобраться в правилах и нюансах законной долгосрочной аренды, мы отправимся в юридическую компанию в Мерсине, специализирующуюся на недвижимости. Там мы пообщаемся с ее собственником, а также разберем всю необходимую документацию, которую важно подготовить при заключении договора. Вы на канале Алекс и Влад. Подписывайтесь, ставьте лайк, так вы поможете другим, кто интересуется недвижимостью в Турции, увидеть это видео. Итак, чтобы уточнить все детали, мы направились в юридическую компанию в центре Мерсина. На наши вопросы будет отвечать господин Беркай Эрол. Сразу скажу, все договора и приложения, о которых пойдет речь, я могу выслать всем, кому это будет нужно, в хорошем качестве на турецком языке, а также с переводом через Google Translate на русский. Для этого напишите мне в WhatsApp на номер, который вы сейчас видите на своем экране. Так что не нужно ставить видео на паузу, чтобы вы могли рассмотреть документы во время интервью. Их изображения будут появляться на экране лишь для наглядности, чтобы вы понимали, о чем идет речь в конкретный момент. Здравствуйте, господин Беркай. Здравствуйте, добро пожаловать. Благодарим вас за приглашение. Спасибо, что пришли. Прошу вас. Первый и один из главных вопросов, с которого бы хотелось начать. Есть ли принципиальная юридическая разница между договором на аренду, который сделан у нотариуса в Турции, и договором, который составляет агентство недвижимости на стандартном бланке, который можно купить в канцелярии? Имеют ли они одинаковый юридический вес в случае судебных разбирательств? Я сразу хочу отметить, у вас действительно есть возможность заключить договор аренды у нотариуса. Однако между договором аренды, заверенным у нотариуса, и обычным договором аренды, заключенным с агентом по недвижимости, нет никакой юридической разницы. Но если бы мне нужно было дать рекомендацию, я бы посоветовал заключать агентский договор аренды в письменной форме. Благодарю вас за ответ. Теперь давайте поговорим о втором типе договора, который в практике используется чаще всего. Это агентский договор, который оформляет уполномоченный агент по недвижимости. Сейчас на экране вы видите все 4 страницы макета договора на турецком языке, который Беркай Бей называет агентским договором и который он рекомендует заключать владельцам недвижимости в письменном виде. Чтобы нам было проще, мы коротко пройдемся по всем 4 страницам договора, а также 2 дополнениям к нему на русском языке с переводом от Google Translate. Напоминаю еще раз, что все документы, о которых мы будем говорить дальше, я могу выслать вам в хорошем качестве и на русском, и в оригинале на турецком языке. В самом верху первой страницы указывается полный и точный адрес квартиры для сдачи, а также данные арендодателя. Ниже указывается полная информация об арендаторе. Еще ниже заполняется информация об условиях аренды, а именно стоимость месячной аренды, общая стоимость аренды за 1 год, каким образом будет оплачиваться аренда, срок аренды и ее начала, а также статус квартиры, пустая или с мебелью. Если квартира сдается с мебелью и техникой, то в самом низу страницы можно подробно указать все ее наименование и количество. На внутреннем развороте, а именно на 2 и 3 странице договора, указываются важные права и обязанности сторон, а также отдельно прописываются важные пункты касаемо размера депозита, конкретной даты оплаты ежемесячной аренды, возможного увеличения стоимости аренды и многое другое. Здесь я не буду перечислять и подробно останавливаться на каждом пункте, а лишь напомню о том, что если вам интересно лично ознакомиться с каждым из этих разделов в переводе на русский язык, то я с удовольствием вышлю вам этот и другие документы по вопросу аренды квартиры в Турции. Для этого напишите мне на номер в WhatsApp, который вы сейчас видите на своем экране. И на последняя 4 страница договора таблица. В нее нужно внести график ежемесячных платежей и сумму аренды.
Далее мы поговорим об одном из двух дополнений к агентскому договору. Оба не очень важны. Первое дополнение на турецком языке называется «сенет». С турецкого на русский язык это можно было бы перевести как долговое обязательство. Общий смысл и назначение этого документа в том, что заемщик денежных средств обязуется выплатить взаимодавцу определенную сумму к определенному сроку. В контексте нашей темы, а именно сдача квартиры в аренду в Турции, мы можем использовать такое долговое обязательство как гарантию компенсации денежных средств в случае возможной порчи имущества. Как это работает в нашем случае? Если вы сдаете квартиру с мебелью и техникой, и она у вас достаточно дорогостоящая, так что общая сумма всех внесенных предоплат и оплат за квартиру не перекроет их стоимость, для этого нам и понадобится долговая расписка. Вы можете вписать в документ общую сумму, в которой вы оцениваете стоимость всего наполнения вашей квартиры. И в случае возможного возникновения ситуации с порчей имущества или другими подобными ситуациями, связанными с компенсацией вам денежных средств арендатором квартиры, вы сможете использовать это долговое обязательство в суде. Еще один документ, который нужно заверить подписью арендатора в дополнении к агентскому договору и долговому обязательству, это вот такой бланк с труднопроизносимым на турецком языке названием. На русский язык название этого документа можно было бы перевести как «обязательство к выселению». Суть этого документа, который оформляется на фирменном бланке Ассоциации риэлторов Турции, в том, что с помощью этого дополнительного к договору соглашения вы оставляете за собой право выселить арендатора в любую указанную вами дату. Работает это таким образом. После подписи этого документа арендатором, мы, как агентство недвижимости и гарант сделки, оставляем это поле пустым, в которое может быть прописана дата возможного выселения жильцов. Таким образом, в случае возникновения каких-либо финансовых, имущественных, правовых, дисциплинарных или любых других споров с арендаторами, мы можем использовать этот документ в судебных органах власти Турецкой Республики, приложив к нему основной договор, а также долговое обязательство. Наш следующий вопрос такой: какие налоги нужно будет оплатить собственнику квартиры, который хочет сдать ее в аренду, в первом и во втором случае, на этапе заключения договора, а также в дальнейшем, на протяжении и по истечению первого года аренды? Скажем так, в нашей стране арендаторы не обязаны платить налоги. Только собственники жилья обязаны декларировать полученный доход. Если они этого не делают, их могут ожидать серьезные штрафы. Тут давайте мы с вами сразу уточним, о каких декларациях, налогах и суммах для арендодателя вообще идет речь. Если вы сдаете недвижимость в аренду в Турции, важно учитывать налоговые правила. В 2025 году ставки налога на доход зависят от суммы дохода, а для некоторых категорий предусмотрены льготы. Доход от аренды облагается прогрессивным налогом. Это значит, что ставка налога увеличивается в зависимости от суммы вашего дохода. Чем больше доход, тем выше процент налогообложения. Вот ставки налога на аренду в Турции в 2025 году. Давайте здесь сейчас приведем пример расчета, если ваш доход от аренды составил, например, 200 тысяч турецких лир в год. Первые 158 тысяч турецких лир облагаются налогом в 15%, и это составит 23 700 турецких лир. Остальные 42 тысячи турецких лир облагаются налогом в 20%, это составит 8400 турецких лир. Итоговая сумма налога 23 700 плюс 8400 равно 32 100 турецких лир. Также в Турции существует минимальный порог доходности. Если ваш доход от аренды не превышает 47 тысяч турецких лир в год, то он не будет подлежать налогообложению в 2025 году. Также в турецком законодательстве есть интересные возможности, использовав которые можно уменьшить налоговую нагрузку на ваш арендный бизнес. Налогооблагаемая сумма может быть снижена за счет затрат на ремонт и содержание недвижимости, коммунальных платежей, оплачиваемых арендодателем, процентов по ипотечным кредитам, дополнительных налоговых вычетов для некоторых категорий владельцев. Если вы хотите более подробно узнать о том, каким образом можно минимизировать налоги от сдачи вашей квартиры в Турции, свяжитесь со мной через WhatsApp. Контакты сейчас видны на вашем экране. Сроки подачи декларации. Налоговая декларация подается ежегодно до 31 марта следующего года. Например, доход за 2025 год нужно будет задекларировать до конца марта 2026 года. Почему важно платить налоги? Своевременная подача декларации и уплата налогов позволяет избежать штрафов и пений,
а также сохранит вашу репутацию как законопослушного владельца недвижимости. Возвращаясь к нотариальному договору, вопрос такой. Если мы делаем нотариальный договор, можем ли мы туда прописывать дополнительные интересующие нас условия, например, такие как опись мебели, техники или любого другого наполнения, которое может включать в себя квартира, гарантия оплаты указанной нами суммы в случае порчи имущества, экстренная дата выезда арендаторов в случае просрочки оплаты или каких-либо других действий жильцов, которые могут привести к досрочному расторжению договора. Также интересует возможный срок заключения договора у турецкого нотариуса. Можем ли мы заключить такой договор на срок менее или более, чем на 1 год? Вы задали очень длинный вопрос. Я хочу ответить поэтапно. Вы затронули действительно важные моменты. Прежде всего вы спросили, если заключается договор аренды у нотариуса, и если квартира сдается с мебелью, обязательно укажите в договоре мебель и технику, например, холодильник и прочие предметы. Это будет пунктом, защищающим вас. И мы можем заверить его у нотариуса. Если в будущем какая-либо вещь в квартире будет повреждена, например, мебель, если мебель была указана в договоре, мы сможем подать в суд на арендатора. Вы также задали вопрос, будет ли возмещен ущерб. Да. Мы принимаем меры предосторожности по отношению к арендаторам. Берем с них долговую расписку, в которой указываем сумму, и таким образом оформляем обязательства на эту сумму. Если арендатор повредит имущество, мы возмещаем ущерб по этой расписке. Также берется депозит. Мы можем прописать нужные нам условия, например, сделать договор на год или на 2. И все это можно заверить у нотариуса. И мой последний вопрос на сегодня, не менее интересующий собственников квартир. Могут ли быть проблемы с выселением арендаторов в случае возникновения судебных разбирательств? Часто распространяется такая информация, что во многих таких случаях суд принимает решение в пользу арендаторов квартир только потому, что они являются гражданами Турции. Даже в том случае, если юридически на стороне собственника будут все факты и обоснования для того, чтобы выселить арендаторов. Прежде всего, я хочу извиниться за сложившееся предубеждение о нашей стране. Наши законы прозрачны и понятны. Поэтому для турецких и иностранных граждан закон один. Если иностранный гражданин подает в суд на турецкого гражданина, он не начинает с позиции проигравшего. Напротив, в суде применяется то, что предписывает закон. То, что вы упомянули, скорее слух и не имеет правового основания. И по поводу вашего следующего вопроса. Если арендатор не платит арендную плату, то независимо от его национальности, турок он или иностранец, вы выиграете дело в суде. Такова ситуация. В нашей стране существуют четкие и прозрачные законы. Mahkemeyi kazanırsınız. Durum bu. Bizim ülkemizde açık ve şeffaf yasalar mevcuttur. Все понятно. Благодарим вас за ответы. Приятно было познакомиться. Если у моих клиентов или подписчиков будут к вам еще какие-либо вопросы, то смогут ли они обратиться к вам через меня или напрямую? Конечно, да. Всегда и в любое время обращайтесь ко мне. Буду рад помочь. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. На этом все. Надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все мои контакты есть в описании под этим видео. С вами был Александр Степаненко, лицензированный брокер Мерсини. До новых встреч!